Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики канала Александра Шелеста, канала Алексея Арестовича. Это прямой эфир, у нас первая весна, да, первые весенние дни, первый эфир этой весной. Алексей Николаевич, приветствую вас. Добрый вечер. Ну, настроение, конечно, не весеннее, не легкое. Наверное, все-таки ретроградный Меркурий и опять Иран. И причем яркие, умопомрачительные события, которые многие окрестили уже Третьей мировой. Будем сегодня разбирать, будем, конечно, к этому подходить. Едва я скажу о формате эфира, это все очень и очень обыденно. Ну, как всегда, по понедельникам мы встречаемся. QR-код, который видите возле меня, возможность прямо вопрос свой задать. С него начнем сессию ответов на вопросы в финале нашего сегодняшнего эфира. Также заблаговременно в клубе зрителей Шелеста, в сообществе YouTube и в чатах трансляции, но в самом конце. Поэтому досмотрите эфир до конца. Также всех призываю интересоваться творчеством Алексея Арестовича. QR-код, который возле него на протяжении этого эфира, это его школа мышления и коммуникации. Присоединяйтесь к новым модулям и, конечно, испытайте себя, наверное, да, в это непростое время. А опрос сегодняшнего эфира звучит следующим образом. Значит, кому на руку война США и Ирана? Путину или Зеленскому? Варианты. Путину, Зеленскому, никому или обоим. Давайте с этого начнем, потому что сейчас очень много рассуждений, а кому же выгодно. Вот вы как ответили на этот вопрос? Путина и Зеленского не спросили об этом. И не спрашивают, и не спросят, кому выгодна эта война. Смотрите, я буду говорить много неприятных слов для нас, украинцев, русских сегодня, но Запад определяет, где фокус у него, а не Зеленский с Путиным. Поэтому Путину удалось определить это в феврале 2022 года, и потом некоторое время определяет, но потом бац, Венесуэла, бац, Иран, бац, еще что-нибудь, а впереди еще много событий интересных. Поэтому ни Зеленский, ни Путин не будет успевать за тем, что происходит. То есть никому? Никому. Можно высосать из пальца там выгоды Зеленскому, выгоды Путину, но это уже такая очень большая натяжка. Это создает иллюзию, будто мы можем, или Россия, использовать западную стратегическую инициативу в своих целях. Это не так, сразу скажу. Сегодня уже которые сутки мы наблюдаем пожар на Ближнем Востоке. Мы видим свежее заявление Трампа, свежее заявление, собственно, иранской стороны. Опять звучит, вот в том же формате все. Где-то очень много похожих вещей. Да? Вот как Путин говорил когда-то, мы еще не начинали, так, собственно, сегодня сказал и Хексет, министр войны. Сам Трамп говорит, сейчас вот полетит что-то очень большое и мощное. Мы не знаем, мы так рассчитываем на 3-4 недели, а может дольше. В общем, столько, сколько нужно, столько и будем воевать. Зачем Трампу нужна эта война? И насколько его хватит? Мою логику вы знаете. Она заключается в том, что Трамп начал стратегическое контрнаступление на глобальный юг. Он выбивает нефтяные, скажем так, бензоколонки глобального юга. Кроме того, это государство спонсора терроризма, как считается в Соединенных Штатах. Я сейчас описываю его точку зрения, не спорю, да, так это или нет. Но про Иран мы точно можем сказать, что он 4, а то и 3 региональные прокси-войны вел одновременно. Это стратегия генерала Касема Сулеймани, которого ликвидировали некоторое время назад, пару лет. И он был начальником спецоперации Корпуса стражей Исламской революции. Он считается, ему приписывается авторство того, что шиитская исламская революция должна существовать и постоянно напрягать своих врагов на дальних рубежах. От этого страдали арабы, от этого страдал Йемен, от этого страдал Израиль. Хезболла и иранские прокси были в Либерии, в Африке, там везде, где алмазы и прочее, прочее. На морях выеживались. И в конце концов довыеживались. Поэтому понятна логика. Венесуэла – это основные запасы, пусть тяжелые, но нефти в мире. Если американцы получают к ним доступ, получили. И если они за 1,5-2 года начинают там выводить на промышленные мощности, экспортные мощности, так как им надо через американские фирмы, либо совместные предприятия, нефтный рынок, они получают ключевой ресурс колебания рынка нефтепродуктов, цен на рынке нефтепродуктов и объемов. Это стратегический ресурс. Ради овладения им можно было и 3 войны устроить. Теперь второй вариант. Иран – крупнейший поставщик нефти и газа. Причем нефть идет в Китай.
бац, если выбить режим Айатолл, либо сделать невозможным управляемый экспорт нефти, то и снизить военный потенциал, то из глобального юга, из оси, помните, сколько говорили об оси Пхеньян, Пекин, и Тегеран, Москва, выбивается очень крупное и серьезное звено. Почему оно крупное и серьезное? Китай не ведет военных действий. Китай мирной силой действует. Россия ведет военные действия против Украины. Ну, еще немножко в Сирии. Иран напрягал весь Ближний Восток и создавал России и Китаю огромное пространство решений во взаимодействии с Западом, в частности, выступать посредниками. То есть они использовали всегда одну и ту же схему. Ну да, мы понимаем, что он неменяемый союзник, этот Иран. Ну давайте мы попробуем его уговорить, ядерная программа туда-сюда, ракетная программа, там, прекращение войн, Йемен и так далее, и так далее. И это он использовался, вот если Китай использует Северную Корею как маленького злого бультерьера, то Иран использовали как вполне большого злого зеленого крокодила. И модерация его поведения – это была частью общей переговорной стратегической рамки Китая и России с Соединенными Штатами, шире с Западом. И теперь выбивают крокодила. Параллельно происходит очень много разных всяких процессов, которые я описываю иногда цензурно и нецензурно, но это еще и не забывайте, что кроме того, что это фактическое контрнаступление Трампа на глобальный юг, это еще и удар в саму идеологию глобального юга. Видите ли, есть очень хорошая примета, вернее, знак и сигнал, который очень о многом говорит. А именно, и Трамп, вернее, и Путин обвинил, вернее, сказал, что убийство это Хаминеи, вслед за ним убили уже следующего. Это циничное преступление, аморальное, бла-бла-бла, 5-10. Как бы, да, он не назвал убийцу. Убийца Дональд Трамп, его уважаемый партнер по Анкориджу, по переговорам сейчас, по России и так далее. Почему не назвал? Он боится. Ну, сегодня был такой очень нелепый момент на, Да. скажем так, брифинге в Пентагоне, там командующий армией и Хексет, и они говорили, да нет, мы не убивали, и Рубио, да, вот до этого говорил сенатору, это не мы, вы что, мы не могли. Но убили его, формально убили его израильтяне. Да, а США просто подкинули развединформацию. Да, но это же такая история. Ну, там неизвестно, кто куда подкинул развединформацию. На самом деле там было все хитрее. Если хотите, я вам расскажу, как они сделали. Расскажите. Рассказать? Очень просто. Они в пятницу сказали, что через неделю, в следующую пятницу переговоры израильтян, и иранцев, и американцев. И благополучно отправили домой по домам. А потом, не, они сказали, через день мы готовы переговоры, ну, через какой-то короткий срок. Потом весь этот командный состав пришел на совещание по поводу следующих переговоров, уверенные, что по ним не будут бить. И вот в этот момент их накрыли. Элемент внезапности – это элемент вероломства всегда, в том числе и в данном случае. Поэтому здесь надо очень четко, ну, возвращаясь от этого частного, так сказать, элемента внезапности к общей рамке, мы должны сказать следующее. Что глобальному югу показывают его место. А самое главное, показывают, что он не единый фронт, а такой клуб. Клуб, который бросает друг друга почти при первом же шухере. Поэтому Китай сегодня официально поддержал Иран, Россия на уровне нот и на уровне созвонов с Китаем, но нет практической поддержки. Вспоминаем холодную войну. СССР во Вьетнаме официально, СССР в Корее официально, Китай в Корее официально и так далее, и так далее. Сегодня это не так. Сегодня взаимозависимость глобального юга от Запада такая, несмотря на то, что Китай куда более как раскачался по сравнению с Китаем 50-го года, что они не хотят дразнить напрямую. Получается, что весь этот клуб держав, который хотел юань, который хотел ставить Запад на место, говорил о смерти Запада и всем остальном, ну, когда Запад начал топать ногами реально, оказалось, что его, давайте скажем максимально деликатно, его инструменты глобального юга весьма и весьма ограничены по воздействию на Запад. И вот Запад выбивает второе государство из цепи глобального юга, ключевое. Россия и Китай ничего не могут сделать. Вообще ничего. Ну, вы имеете в виду, чтобы ничего не началось? Но чтобы ничего не началось, они не готовы к прямому военному столкновению с Западом, и даже косвенному военному столкновению с Западом. Смотрите, Иран терзает сейчас израильская авиация, 200 самолетов, и 2 авианосные ударные группы. И плюс некоторая часть компоненты ударной американской авиации, которая с аэродрома на Ближнем Востоке воюет. У американцев 12 авианосных ударных групп. Умножьте на 6 все, что сейчас происходит, и вы можете представить, какая карусель будет на любой страной, которая криво там
которая покажется следующей американцам нужной. Это катастрофа для любого государства, ни Китай, ни Россия в обыкновенном варианте без ядерного оружия не сможет этому сопротивляться. Они это знают, потому что применение ядерного оружия как последнего аргумента весьма ограничено на самом деле. Сколько бы там ни рассказывали. И самое главное, что их поразило, это уничтожение лидеров. Считаются неприкосновенные в мире. Видите, Зеленский жив до сих пор, Путин жив до сих пор. Как бы это не принято. Да? Он ведь по центрам принятия решений. И показали, что если надо, все принято. Мы сейчас поговорим о лидерах, о, ну, скажем, правилах. Это тоже очень интересно, в каком мире мы очутились и оказались. И, конечно же, о переговорах, что это все на протяжении переговорного процесса произошло и происходит сейчас, что особый лоск придает. Но я бы хотел, давайте, знаете как, чтобы не я вам апеллировал, да, ну, или оппонировал, апеллируя там к определенным вещам. Вот есть такое ощущение, что игру России и Китая, ну, не вы лично сейчас, ну, многие на самом деле недооценивают. Вот есть американские, вполне себе, некоторые, конечно, его называют сумасшедшим, но в американской, как это, экспертной среде это норма. Если есть какой-то профессор, философ, историк, который идет против линии партии, он всегда чуть-чуть, скажем так, не в себе. Есть такой Рой Касагранда. Ну, профессор и историк комментирует эту историю с нападением на Иран. Давайте буквально чуть-чуть послушаем. Это не обойдется без большого кровопролития, потому что Китай и Россия имеют свои интересы в этом. Иран – главный поставщик дронов для России. Иран продает Китаю нефть со скидкой, то есть у них есть серьезные экономические, военные и стратегические интересы в Иране и в его выживании. И тогда возникает вопрос, что они собираются делать? И, конечно, если бы я был Си, я бы сделал с США то же самое, что НАТО сделали с Россией. Вы знаете, что НАТО, по сути, втянуло Россию в прокси-войну на Украине. И пока Россия увязла на Украине, она безвредна. Вы их обезоружили. Вам больше не нужно о них думать. Они выбыли из игры. Так что, если бы я был Китаем, я бы хотел, чтобы американцы также увязли в этой войне. То есть Иран вполне себе может стать Украиной для Америки. И это очень классная, интересная геополитическая задача для Си Цзиньпина. Чтоб подольше повоевали, подольше гробы, ПВО, средства, ресурсы. Как вам такая точка зрения? Это все сказки Венского леса. Почему? Потому что Америка, первое, не пойдет на наземный компонент, скорее всего. Трамп не исключил сегодня. Не исключил, но это же так, на уровне типа информационного обеспечения операции. Второе, ну, хорошо, сбили они даже 10 летчиков. Ай-яй-яй, какая катастрофа. Прям гробы прям пошли в Америку так, что в Америке не знают, куда деваться. Ну, вот Запад прекрасно критикует сам себя. Всегда на любую точку зрения найдется альтернативная, запретная, боковая, кривая, такая вот с подвывертом и этим самым. Это всегда интересно послушать. Но главное не провалиться вот в эти Z-каналы, как бы, в логику Z-каналов, которые сначала стонут, как же так, а потом говорят, да нет, это очень хитрая игра России и Китая, сейчас они втянут Америку и так далее. Америку невозможно втянуть в Иран, потому что, как Россию в Украину, потому что несопоставимые потенциалы сторон и технологии, которые применяются. 2000 целей, вынесенных за первый налет, это, знаете ли, там, да, первые сутки налета, это вам не шутки. Поэтому там новый Вьетнам, новая Корея, это все было хорошо, пока потенциал сторон более-менее совпадал, и войны велись одинаковым поколением. Сегодня разрыв поколений в средства, которые применяют Израиль и США, там Европа грозится подключиться еще. Ну, примерно поколение 2, я думаю, 2,5, 2+. В таких условиях конвенциональная война невозможна. Такая, которая заставила бы Америку куда-то втянуться и что-нибудь. Это как, я не знаю, рыбу на тарелке крути и выбирай, как ее надрезать и съесть. Это не война. Ну, можно, конечно, на иголку напороться, когда прожевываешь. Не на иголку, вернее, на кость. Но это самое страшное, что грозит. А почему вы так недооцениваете Иран? А что его оценивать? Ну, вот вы недооцениваете Иран и делаете Какие это... средства он может применить против США? Ну, смотрите, сегодня запустили какую-то мега-супер большую... Детский сад, 6-я ядерная группа, ну реально. Ну, это же ни о чем вообще. Смотрите, война – это массовость. Массовость. Если бы у них было в распоряжении 3000 таких ракет и возможность их системно применять по американским целям, израильским, да, тогда другое дело.
Когда одну большую ракету запустили, ну окей, даже если она бы, представь себе, что невероятно, она попала в американскую военную базу, убила 200 американских военнослужащих. Надо суметь еще сделать. И что? Алексей Николаевич, вопрос массовости, особенно в таких войнах, он сейчас очень спорный, согласитесь. И такого поражения американские базы не испытывали никогда. Это вообще ни о чем. Как ни о чем. Разнесли в Бахрейне, Кувейт. Вообще, Смотрите, в принципе, по всей границе. Окей, давайте посмотрим. Сколько Россия за 4 года нанесла ударов по Украине, хотя бы баллистикой? Там сколько тысяч? 8. Раз Украина стоит, сражается в Киеве свет, говорят сегодня. Почти целый день. Уже не первый день и так далее. Украина содержит миллионную армию, пусть на чужие, но содержит, воюет, контрнаступление и так далее, несмотря на огромное количество средств воздушного нападения, применявшихся против них 4 года и применяемые сегодня. Иран в принципе не способен произвести такое количество средств воздушного нападения, а США это не Украина. Это немного больше и чуть-чуть сильнее. Поэтому это просто ни о чем. Потерзать американскую армию на сухопутье возможно. Но как вы думаете, страна, в которой 12 лет подряд, каждые 3 года, крупнейшие на десятки тысяч, сотни тысяч людей волнения гражданские, причем крайнее волнение – это несколько десятков тысяч убитых, по разным данным, от 15 до 35, режимом, и в которой Персия меньшинство персов, титульное. Потом имеющая огромное количество народностей, национальностей, мягко говоря, очень скептически относящиеся к режиму, при этом консолидированном в национальном отношении, тех же азербайджанцев, по некоторым данным, до 30 миллионов. По-разному считают. Трудно очень посчитать, сколько там Южный Азербайджан и так далее. Азербайджан, наш бывший советский, в каких отношениях с Западом? Смотрите, Турция, Азербайджан, они не поддержали удары, закрыли свои базы. Они, конечно, не поддержали, они закрыли базы и так далее, потому что они ждут развития событий. Поэтому, смотрите, хорошо проводить наземную операцию, когда есть монолитное государство, которое там как один, вот сейчас поднимется, встанет и так далее. Я практически уверен, что в случае со столкновением даже с наземным компонентом, не знаю, там, как американцы его собираются создавать и создадут ли вообще, из 10 военнослужащих иранской армии 4 азербайджанцев, 3 арабов-шиитов, суннитов, вернее, которые шиитов ненавидят, но проживают в Иране. Часть еще 2 еще с каких-то племен и 2 перса. Возникает вопрос, да еще ж персы не гарантированы, что сторонники режима Аятолла. Вдруг они поклонники шаха. И вот они задаются вопросом, а какого хрена я буду стрелять, воевать, умирать и так далее. Надо, чтобы было обеспечено единство. Как обеспечивается единство? Надо Аятоллу убить, и единство будет обеспечено. Нет. Это же ключевая ошибка была американцев. Нет, подождите. В мусульманской стране, Исламской республике, в месяц Рамадан уничтожить духовного лидера и выходят на площадь поминать Хаминеи в разы больше, чем устраивали заварушки по окраинам, то, о чем говорите вы. Хорошо, вот эти все замечательные люди идут воевать против американского сухопутного контингента, скажем так. В это время американцы очень активно работают с верхушкой иранской армии. Совершенно уже об этом сказал Трамп. Подкупают, выдают пачками американские паспорта, заводят под программу защиты свидетелей, генералов, которые шатаются или согласны пошататься. Кроме того, у Ирана же есть альтернатива – шах. Потомок шаха, который вполне себе законная, веками стоявшая, столетиями власть на фоне смешных узурпаторов 1979 года, которым там 46 лет продержались у власти. Темная ночь в период светского Ирана. Если бы не было вокруг кого консолидировать, да, тогда отсутствие альтернативы Ирану, есть вокруг кого консолидироваться. Бывший монарх, который снова вернет светский Иран, а протестный потенциал в пользу светского Ирана в Иране такой, фактически все крупные города, что устроить ситуацию город против деревни не так сложно на самом деле. А далее, может ли такая страна оказывать консолидированное сопротивление, мы с вами увидим, если американцы дойдут до наземной фазы, во что я в принципе не верю. Поэтому, посмотрим. Я очень спокойно к этому отношусь. В любом случае, даже если уцелеют аятоллы, задача этой операции как минимум является просадка боевого потенциала Ирана до состояния, когда ему будет не до вреда, не до большой войны. Вот он
Убивают химическое производство боеприпасов, убивают ракетное производство, убивают авиационное производство, убивают ядерное производство недостреленное. Ну и там по мелочи руководящий состав. Кроме того, представляете, что в стране начинается, в которой повыбивали или регулярно выбивают все высшее военно-политическое руководство. Ну, 2 дня посидел, убили, 2 дня посидел, убили, 2 дня посидел, убили. Ну, представьте себе, что вот в Украине ликвидируют в полном составе офис президента, Кабмин и генеральный штаб. Ну, хорошо, всегда замы займут место. Ну, убили замов. И так 4 раза подряд. Что будет с управлением государством? С политическими раскладами, которые тоже там есть. Не забываем, что в Иране двоевластие. Там есть светская вертикаль власти во главе с президентом, есть аятоллы. То есть, условно говоря, есть корпус стражи исламской революции, есть иранская армия, как вермахт и СС. Между ними огромная сумма накопившихся противоречий. Единое сопротивление, я хотел бы на него посмотреть, но я не очень в него верю. Большой потенциал сопротивления со стороны шиитских фанатиков, возможно. Ну так они же устроят ту же ситуацию, как Хексет сегодня сказал. Мы не собираемся там стандарты демократии устанавливать, как в Ираке и Афганистане. Это была величайшая глупость. Мы создадим условия, народ пусть разбирается своими руками. Вот это очень трезвая история. Уроки из Афганистана и Ирака они вынесли. В Венесуэле мы видим, что произошло, да? Ну, мы Они посмотрим, вынесли или не вынесли, потому что Трамп такой товарищ, что он входит в раж. И важно еще тоже задать вам вопрос, насколько, как Смотрите, опять-таки давайте говорят, еще раз объясню. он управляем Нетаньяху. Нетаньяху сейчас кажется, ну, это хвост, который виляет собака, и вот Нетаньяху хвост, и он хорошенько вильнул. Это так не работает. Когда маленький Израиль величиной с Киевской области управляет там президентом США, к сожалению или к счастью, так не работает. Это только Украина может править всем миром, не приходя в сознание. Да. Тут надо понимать следующее. Чтобы ввести в Иран пристойную группировку, ну, это, наверное, контингент 1250 войск, а не меньше. Чтобы хоть на что-то рассчитывать в Иране. Чтобы перебросить такой контингент, сосредоточить на границах Ирана, нужно, наверное, полгода. Что будут все полгода делать с этим Ираном? В преддверии ввода наземного контингента. Его будут равнять. По 200 самолетов в день, каждый день. Я не знаю, что он останется от Ирана и какой там потенциал сопротивления. Ну, мину закопать из гранатомета, стрельнуть возможно, но это все. А как страна, как организованное государство, она не сможет оказывать в таком случае сопротивление. Партизанская война, да. Ну, так американцы этого похавали полной ложкой. Зачем им эта партизанская война? Они туда запустят арабов, они запустят туда азербайджанцев, они запустят местных суннитов. Если надо, пропустят талибов из Афганистана или Пакистан дернут и так далее. Там еще есть кому и как этим всем заниматься без американцев. Американцы будут в толпе, как они уже были во время этих протестов. Но это будут не в форме товарища бородатые, вполне себе даже иранского, возможно, происхождения. Ничем не отличимые. Просто у них так хорошие несколько курсов за спиной на специальных базах ЦРУ. А так все хорошо. Как агенты Моссада в Иране действуют в толпе. Ну, то есть вы не считаете, что, как это, Нет. Хаббат, Кушнер... Смотри, Хаббат, Кушнер и так далее, это все православная чушь. Я понимаю, откуда эти корни эти берутся, но давайте будем чуть-чуть трезвее на самом деле. Смотрите, нам не делает честь попытка оторваться от реальности и там сочинить какие-то вещи про Иран и Китай и Россию, которые там что-то соединяют. Джентльмены красят способность работать с реальностью, как она есть. Реальность такова. США обладают одни. Без Британии, без Франции, без Германии, без Израиля. Одни потенциалом, который может поставить, поломать запросто в 2 счета весь глобальный юг, просто не спросясь. И в мире надо действовать, исходя из этого. Значит ли это, что мы должны кланяться США и бояться их? Нет. Значит ли это, что мы не можем выстраивать собственную политику? Нет. Значит ли это, что США для нас союзник, и наша задача пристегнуться к США и там была часть за их ногой, просить, чтобы они нас всегда защищали, как многие мечтают в Украине? Нет. Но мы не можем отрицать реальность таковая, как она есть. Понимаете? Я вам говорю, как человек, слегка знакомый с военным делом. Нет в мире силы, способной конвенционально противостоять Соединенным Штатам. Это заканчивается очень быстро и очень больно. В любом варианте. Если при попытке государственного сопротивления. Даже Китай с 3 авианосными ударными группами не способен этим заниматься на сегодня. Про Россию там говорить нечего. Про всю любую другую страну это дело такое. Вот это реальность. Есть другая реальность. Они носители ядерного оружия. И Россия и Китай. Есть третья реальность. Это то, что они какую-то консолидированную политику пытаются проводить. Но есть и 4-я реальность. Она заключается в том, что они завязли в Украине. Они не определили, что означает антизападная политика.
или вне западных схем, не сумели это организовать. И когда Запад 4 года проспал, проживал сопли, не зная, что делать в мире, и все уже, включая меня, много раз говорили, что Запад уже все, заснул надолго, он внезапно проснулся. И вот вам в течение 2 месяцев Венесуэла выбита, Иран выбивает. Но я могу вам сказать по секрету, что это не последнее. Я знаю минимум еще 2 места, где будет весело и интересно. Куба, да, что там еще называли? Они будут неожиданно, я сразу скажу. Никто этого не ожидает. Поэтому, я просто вижу, какой каток раскатывается. Поэтому, если кто-то из наших зрителей хочет помечтать о партизанском сопротивлении в Иране, я не могу лишать его надежды, пусть мечтает. Которые там поставят США на колени или заставят их завязнуть. Надо смотреть, как действовать в реальном мире, такой, какой он есть. А в реальном мире он таков. Прилетает 400 самолетов, и все. И на этом все. По поводу самолетов и... В этом пространстве делать нечего. Надо Значит, искать варианты в другом пространстве, где на тебя не прилетают 400 самолетов или 1600 самолетов. Значит, давайте оценим пространство, в котором очутился Зеленский во время вот этой большой операции. Значит, у него сейчас как из рога изобилия он сыплет заявлениями, но он немножко поутих. Не такие они бравурные и такие потушные, как были до этого. Вот к нему подошли и, собственно, там же как история развивается, да? То есть выходит Стармер и ни с того ни с сего в обращении к народу говорит: мы специалистов из Украины подтянем на Ближний Восток, в Персидский залив, они ж умеют сбивать дроны, вот эти шахеды, они помогут. И вот Зеленскому задают этот вопрос, буквально лично, не через Bloomberg, который написал об этом 2 часа ранее, а вот непосредственно лично. Вот он что говорит. Первое. Никто, собственно, не обращался. Никто не обращался. А дальше развивает эту мысль. Дивіться, Близький Схід має тісні економічні відносини, стосунки з Російською Федерацією. І мають вплив. Якщо вони дадуть сигнал Росії щодо припинення вогню, наприклад, на якийсь час, місяць, термін, 2 місяці, ми можемо тоді відправити і захистити цивільне населення, відправити наших фахівців. А так, я говорив на прикладі Великобританії, у нас є 100-літня угода про безпеку, і якщо б, не дай Боже, удари були по таким партнерам, або у них були б ті чи інші ризики, ми б відправляли б своїх людей, безумовно. Це зрозуміло. А так, якщо до нас будуть звертатись партнери, вони можуть приїздити до нас, і ми готові навчатися. Щодо обміну зброєю, у нас є до цього інтерес, у нас є свої можливості, і ви знаєте, які ми виробляємо, і є дефіцит. І у країн Близького Сходу є, в принципі, цей дефіцит, як його заповнити і вирішити наші проблеми. Тому ми будемо готові до контакту. Тому дипломати команду від мене отримали, вони спілкуються. Значит, очень интересно. Очень интересно, Алексей Николаевич. Давайте уделим этому время, потому что, значит, да, мы отправим специалистов по ПВО, но давайте месяц-два, договоритесь, саудиты там кто. Сейчас очень противоречивые на самом деле исходят сигналы из этих стран, друзей Соединенных Штатов Америки, потому что все они вроде как грозят тоже вступить в войну с Ираном, и Трамп ходит гоголем и говорит, что вот они сейчас, я говорю, не надо, а они прям рвутся побеждать Иран, а я говорю, да нет, мы сами справимся. Вот такая бравада сейчас идет, хотя кулуарно пресса пишет о том, что его очень просят завязывать. Трамп, завязывай, хватит. Дубай – самое хорошее место на земле, самое безопасное, уже безлюдное, пустое и так далее. В общем так, эти страны должны обратиться к Украине. Условием поставки специалистов антидроновых систем и чего-то еще является перемирие и обмен оружием. Нормальные условия? Простенькое со вкусом. Это примерно выглядит так, как саудиты говорят, у нас проблема, на 20% упало производство нефти. Зеленский говорит, давайте так, вы все нефть нам, а мы вам в ответ 3 банки тушенки. Это примерно сделка, которую он предлагает. Да. Очень адекватное восприятие мира, можно только позавидовать, где уж нам с вами туда тянуться. Тушенка тушенкой. Однако могут ли страны залива договориться о перемирии на месяц, на 2? А какие у них средства воздействия на Россию? Экономическое сотрудничество. С чего бы они стали договариваться?
Единственное, о чем они могут договориться, они могут сказать так, давай так. Мы прекратим войну против твоего союзника Ирана, а ты прекращаешь войну против Украины. Как вы думаете, что им ответит Путин? То же самое, что Трамп им ответит на их предложение прекратить войну против Ирана. Вот. Это как бы... Есть такой очень хороший мультик, по мюзикл, он называется «Принц Египта», про Моисея. И вот там есть такая песня двух египетских жрецов. Посмотри, как играют большие мальчики. Он говорит, ты собрался нам чудеса показывать, посох в змею превращать. Ну, сейчас увидишь, как играют большие ребята. Вот сейчас играют большие ребята. Все эти предложения, это все потом. Их обязательно выслушают, когда ребята наиграются, но не сейчас. Что Зеленскому делать? Вот так я хочу сформулировать этот вопрос. Так а что ему делать? Все то же самое, что ему давно надо было делать уже 4 года подряд, а реально 7. Повышать эффективность государства, уменьшать коррупцию, увеличивать свободы, защищать человеческие свободы. Вот рецепт украинской победы. Всего 3. Все очень просто. И как сложно все-таки их сделать правильно. Просто, когда Зеленский... Зеленского ничего не меняется, даже если начнется 8-я мировая война, у Зеленского ничего не поменяется. Больше свобод, больше эффективности, меньше коррупции. Всего 3 Ну, не вещи. скажите, некоторые считают, что Зеленскому как раз и выгодна Третья мировая война. Она же все спишет по Украине и сразу вступятся, сразу... Для этого, да, ну, для этого надо, Третья мировая нужна, чтобы она как бы затронула ключевые государства. Она же может не затронуть ключевые государства или пройти отдельно. Смотрите, во Второй мировой войне сколько стран воевало? Несколько десятков. Первый тоже по несколько десятков. А весь остальной мир курил бамбук, пил кофе и танцевал танго в это время. И всем было хорошо. И никто не участвовал. Испания, с которой начиналась Вторая мировая война, благополучно в 1936-1939 отвоевала свою гражданскую, дальше ни в чем не участвовал. Добровольцы где-то ездили и так далее. Остальные ели апельсины. Все. Хотя, казалось бы, все пытались втянуть. Гитлер пытался втянуть, Муссолини пытался втянуть, британцы пытались втянуть. Ключевая страна. А Португалию втянули, а Испанию нет. Поэтому отказались они участвовать. Поэтому это все зависит от доброй воли. Может быть, сплошная 47-я война мировая, Украина, и при желании может благополучно быть островом покоя и стабильности, и хай воюют где-то там хоть сбоку. Швейцария. Пожалуйста, в центре Европы все уже воюют со всеми. Швейцарцы сбивают одновременно и немецкие самолеты, залетавшие в их воздушное пространство, и самолеты союзников. Была у них такая привычка. Не стесняясь, и тех валили. Сказали, ребята, разбирайтесь без нас. Мы не участвуем. Все возможно. Это зависит от качества политики, которая проводится. При таком качестве политики, как у нас, в стиле «остановите нам войну, а мы вам специалистам по ПВО пришлем», ну... Потужно? Чего? Это очень потужно, да. Потужно. Главный размен такой равноценный. Примерно как обменять футбольный матч на мяч, продающийся в магазине за 28 гривен, на кубок победителей кубков, да, в чемпионате завоеван. Украине тяжелее будет, если операция Трампа в Иране затянется? И насколько? А что она должна быть тяжелее Украине? Американцы 99%, на 99% сократили помощь. Основная помощь идет через европейцев. Вот. Американцы нам продают списанное оружие, не считая несколько устаревшее со своих баз, и заполняют новым оружием. За исключением номенклатуры. Там буквально несколько, в том числе ключевую ракеты к комплексам Патриот. Я думаю, Иран скоро потеряет возможность наносить удары целями, средствами воздушного нападения, для перехвата которых нужен Патриот. Поэтому здесь особо волноваться не надо. Что касается боеприпасов, которые тратятся на войну в Иране, это ближневосточные склады. Это как бы командование вооруженных сил США и его склады, которые не касаются Европейского театра боевых действий, там другие склады. Может, часть взяли, но это все легко перебрасывается, компенсируется и так далее. Поэтому надо просто честно себе признаться. Это мы чужие на этом празднике жизни. Наше место здесь – это мемы делать про Дубай. В этой истории мемы меня радуют. Я страшно, да, я в день мне присылают десяток, я сам нахожу, и одно не может не радовать. Это все. Но с другой стороны, ведь вы сами намекали дважды, уже за сегодня и только за сегодня, что Россия может изменить характер войны с Украиной. Каким образом? Начать ликвидацию первых лиц
А это все... Она уже пыталась ликвидировать первых лиц, я уже не помню, какое количество раз. Когда они рассказывают, что мы не ликвидируем, это же чистая неправда. Ну, вот я знаю про 3 минимум покушения на Зеленского, если не меньше. И штук 7 покушений на Буданова того же. Еще в бытности начальником ГУРа. И что? Ну, Она давно типа не пытается... смогли. Не смогли. Она давно пытается всех ликвидировать. Но мне не получается просто. А так-то она никогда себе эти ограничения не ставила. Она с самого начала хотела это сделать. Реально, что у них осталось из возможности, это снести То есть, систему. подождите, вы не верите Да. в гарантии, которые рассказывал прошлый премьер-министр Израиля о том, что, ну, собственно, они из Израиля и шли эти гарантии, о том, что Зеленского трогать не будут, поэтому так легко ездил Какие по гарантии из Херсону. Израиля? Что Беннет мог дать? Какие Да. гарантии? На основании Нет, чего? он договорился с Путиным, и Путин ему Нет, это сказал... всё- После этого Зеленского пытались ликвидировать. Беннет перестал быть премьером, а Зеленского пытались ликвидировать несколько раз минимум. Несколько раз. Тут дело не в этом. Дело в том, что у России есть потенциал наращивания. Два. Первое. Что-то сделать с мобилизацией. Увеличить резкое количество войск на фронте. Это серьезный фактор. Второе. Начать ловить нам систему водоснабжения и канализации в преддверии лета. Это да. И не давать поднимать электричество. Это серьезный фактор, который заставит Украину и западных союзников, скажем так, окажет на них серьезное давление. Но не на Зеленского. Не на Зеленского. Зеленский как уперся, так и будет стоять. А ликвидировать его не получается. А ликвидировать его не получается. Чтобы его ликвидировать, надо пробить зарядом в тот бункер, в котором он показывает. Или поймать его где-то на линии фронта. И то, и другое не так просто. Поэтому не надейтесь. Надо быть трезвыми реалистами. Зеленский это, увы, очень надолго. Для нас с вами. Увы. Вот что Зеленский говорит о планах России на ближайшее... Вот он, в принципе, говорит ровно так же, как и Арестович в сегодняшнем эфире. Говорит, ничего у них не получается. Ничего не получается. Давайте послушаем. Щодо мобілізації, нової інформації немає. Якщо була б загальна мобілізація, впевнений, ми всі про це знали, бо це був би серйозний виклик, як мінімум для нас. Ну, я думаю, і всередині русських був би виклик, але тим не менш такої інформації не мали. 26-27 рік, їх плани на 26-27, ми отримали документи. Ми отримали документи, плани 25-26-27, трішечки застарілі 25-го року, бачимо, що вони не виконали свої цілі. Ми отримали 26-27, розуміємо, що вони хочуть, розуміємо, що їх напрямки залишаються актуальними. Окупація сходу нашої держави, саме Донецької і Луганської областей. Вони, безумовно, хочуть продовжувати напрямок Запорізької області, напрямок Дніпра також. І їм складно, але вони дивляться на Одеський регіон. Ми бачимо ці напрямки, але ці мапи, дивіться, вони поки що нічого спільного з реальністю не мають, тому що вони не можуть виконати завдання. Сьогоднішня наступальна операція на весну цю, яку вони готували, вона залежала дуже сильно від фундаменту, який вони готували на кінець 25-го року. Вони не виконали завдання на кінець 25-го року. Їх мапи не співпадають з реальністю, де знаходяться наші сили і де їх сили. Вони не можуть розпочати березневий наступ, саме той, який вони хотіли. Я не знаю, чи буде навесні і коли. Вони хочуть наступати. Сил поки що виконати те завдання, які на мапах ми бачили, ми не бачимо цієї можливості. Але все залежить від контрактів, від наступів, від зброї, від постачання нам зброї також і від нашого виробництва. Вот так. Ничего не получается, ничего не смогли. Такое ощущение, что он читал... Ну, он, в принципе, о нем уже давно и часто говорят, что он как артист отвечает на любые вопросы блоками. И вот кажется, что этот блок прописан так, что вы плюс-минус должны понимать оригинальный текст вот этого документа, и очень ценен будет ваш комментарий по этому поводу. О чем вообще он говорит? О каких документах, о каких целях? И насколько вы можете, ну, или согласиться, поддержать Зеленский, как вы высказались, который с нами надолго, или, ну, как бы здесь где-то лукавит пересидент? Смотрите, если говорить о стратегической рамке, то она выглядит так. У России и Украины отсутствует на сегодня потенциал изменения течения войны в свою пользу. Нету его.
При продолжении той же линии, что сегодня в России и Украины, это будет вот такая вот хрень. Россияне наступили где-то, мы там что-то отвоевали. Там они опять наступили, мы там отвоевали 9 сел. Все. Постепенно россияне будут продвигаться. Постепенно. Скорее всего. При этом раскладе. Единственный потенциал, две вещи для потенциала у них. Это мобилизация, либо получение откуда-то несколько сотен тысяч свежего войска. Это да, это переменит характер войны в их пользу очень сильно. Второе – это причинение еще больших страданий гражданскому населению Украины для того, чтобы оно оказывало давление на политиков, а политики, как бы, да, общественно-политический кризис возникал, экономический, социальный. Это все давило на политиков и способствовало и уступкам на переговорах. Вот так вот. И то этот вариант сомнительный, потому что зимой сейчас его попробовали всех заморозить, не очень получилось. Летом может быть еще пожарче, покруче. Но получится или нет, тоже под большим вопросом. То есть серьезным фактором остается только мобилизация в том или ином варианте. Резкое наращивание численности группировок. Вот я сейчас даже не буду приводить в примеры страшной публикации о том, что россияне уже несколько месяцев теряют больше, чем призывают. Потому что такая информация уже была, когда-то она не подтвердилась. Это не фактор. Фактор – это в любом случае эти значения они минимальны. Там потеряли на 10 больше, чем призвали. Это не фактор. Фактор – это появление от 200 тысяч нового войска. Где его взять, совершенно непонятно пока. Теперь на украинскую сторону смотрим. Наш потенциал поменяет резко ситуацию. Первый потенциал – это нам надо взять где-то 200 тысяч войск. Или больше. Второе – это мы наращиваем потенциал дальнобойных ударов по России. Внезапно у нас оказывается фламинго не по 10 штук в месяц, а хотя бы по сотне. Это становится фактором. Дальнейшее развитие этого фактора тоже непонятно. Он не сильно повлияет на способность российских войск на земле наступать на нас или наши способности контрнаступать. Но будет и при грамотном использовании создавать все больше и больше экономические проблемы для России. Поломает ли они хребет, как мы рассказываем, там, как бы рухнет ли вся матушка России, я не верю. Будут наращиваться потенциал проблем. Теперь вопрос. Можем ли мы нарастить производство условно разной номенклатуры ракет, летающих в глубину России за 1000, за 1,5 километров, до сотни ракет в месяц? Ну, наверное, когда-то в течение года, наверное, сможем. Не раньше. Это длинный год. Это бои за Запорожье, за Краматорск, за Славянск и так далее. Можем ли мы где-то взять 200 тысяч? Ну, нам Федоров пообещал, что иностранцев будут призывать как-то там и так далее. 200 тысяч. Как вы отнеслись к этой обіцянки-тетянки? Я с юмором, я с удовольствием посмотрел мемы, когда иностранцы не на фронт поехали, а бусифицируют украинцев. Да. И в этом был секрет увеличения потенциала. Но я не знаю, где мы будем брать 200 тысяч войск. Честно говоря, у меня большие сомнения. Где россияне будут брать 200 тысяч войск, мне тоже совершенно непонятно. Да, там пошло по студентам. Давайте призывайтесь, давайте те, кто не сдал сессию, будет. Но это пару десятков тысяч человек. Нельзя 200 тысяч с одних студентов набрать. Да, увеличили опять богатые регионы, увеличили выплаты при заключении контракта, там 5-10. Ну, это еще 40 тысяч человек. Но не 200, которые нужны или не больше. Поэтому война находится в ложе. Вот мы идем по руслу, и мы, россияне, для того, чтобы выскочить из которого, либо поменять, нужны сверхусилия. Возможности Российской Федерации по объявлению мобилизации, которая так потрясла российское общество в первый раз, когда выехало там 1,5 миллиона человек, разбежалось и так далее. Это очень сомнительно, пойдет ли на это Путин сейчас под очень большим знаком вопросов. У нас нет никаких сомнений, что мы можем усилить мобилизацию, что наше общество приведено в состояние, когда оно не будет возмущаться. У Путина хотя бы смыться можно было, у нас же границы закрыты. Но способность набрать 200 тысяч без активного гражданского сопротивления, внезапное ужесточение мобилизации вызывает огромные сомнения. То есть и там мобилизация, и в России, и в Украине, это потенциально, как бы это деликатно сказать, общественное возмущение непредсказуемого по размеру для легитимности власти и там, и там. Не-не, подождите, вы сейчас как-то, знаете, вы сейчас красиво упаковываете и уравниваете две несравнимые величины. Я объясню, что я имею в виду. Зеленский четко нам сказал, совсем недавно, говорит, я хочу мобилизацию, как в России, но мне Европа денег не дает. То есть мы видим
абсолютное отличие ситуации мобилизации в одной и другой стороне. Вы говорите, и там будут какие-то протесты, будет что-то еще, понимаете? То есть, ну, тут как бы давайте сравнивать Я сравнимое. еще раз говорю, не те мобилизация, которая уже идет, а резкое усиление мобилизации нужно обеим сторонам. Не продолжение Ну, мобилизации. типа на скорость. Не на скорость и на количество. То есть, кто в течение, условно, полугода мобилизует новых 200 тысяч для того, чтобы изменить течение войны. Но поскольку это фантастика на втором этаже, что в России, что с нами, это означает, что война как шла, так и будет идти, скорее всего. Чтобы она как шла, так и шла, нужно два условия. Нам нужно много денег от Запада и продолжение такой же мобилизации. Путину нужно такая же мобилизация, как в России, плюс-минус, чтобы она не снижалась. Вот это история, которая есть. Все. Просадка экономического потенциала России, я пока в стороне оставлю все эти фантазии наши, на которые говорят, что вот-вот Россия там крякнет экономически и так далее. Поэтому не Россия, моя оценка финалу, этот кусок, ни Россия, ни Украина не может изменить характер в течение войны. Это означает, что если переговоры будут сорваны, у нас ждет 26-е такая же возня примерно, как и сейчас. И пол 27-го, скорее всего, такая же война, как и сейчас. Потому что по этой войны четкие полуторагодовые циклы, как по мне. Так вот, вот это примерно то, что будет. К чему мы можем подойти, например, к середине 27-го, чтобы вы понимали, если все так же будет продолжаться, там, к концу 26-го. Ну, например, россияне захватят Запорожье и уничтожат Запорожье, скорее всего. Возможно, россияне будут уже на границах Днепра. Захвачен будет Донбасс. Мы как сопротивлялись, так и будем сопротивляться. Они как несли потери, так и будут нести потери. При условии, что сохранится темпы мобилизации там, и нам денег дадут. Денег нам 100% дадут. Не на мобилизацию, как у России, не на покупку новых военных, но на содержание старых дадут. Бюджет и всего остального. Поэтому нет сегодня потенциала изменения ситуации. Вот это надо очень четко усвоить. Если переговоры срываются, кровавая бойня еще на год минимум. А переговоры срываются. Переговоры срываются однозначно, потому что ничего, несмотря на то, что множество сигналов о том, что договорились на периферии, Буданов скажет, что россияне согласились на американский контроль, мониторинг, там, перемирие огня, сообщения всяких там независимых СМИ западных, что независимых относительно, что договорились о том, как будет мониторить, что сняли требования об ограничении численности войск, только с Донбасса уйдите и так далее, и так далее. Мы принципиально, позиция нашего военно-политического руководства, с Донбасса не уходить. А у россиян категорическое требование уйти из Донбасса. Теперь вопрос. На таких условиях как мы можем договориться? Никак. Просто смотрите, если взглянуть на карту, да, давайте вот попробуем, то, ну, откровенно, там того Донбасса, ну, почему, например, Полиса в офисе президента нам говорит о том, что его будут 1,5 года отвоевывать, 800 тысяч, собственно, положат людей. При сохранении тех же темпов так и будет. Что об этом говорит? Ну, вот до Славянска уже рукой подать, за Лиман уже говорит, бои. что они от Авдеевки до Покровска, там несколько десятков километров, шли больше года. Та же самая история на Донбассе. Только они шли по чистому полю, а здесь 3 крупных городских агломерации. Ну, одна крупная, одна поменьше, там Дружковка и так далее. Поэтому бои за них это всегда очень долго, очень кроваво и с неизвестными последствиями. 1,5 не 1,5, ну, точно это очень длинная, месяцы, там, полугодия история. Если, опять же, если сохраняются те же тенденции, но я снова повторюсь, я не вижу ни одного пока повода для изменения этих тенденций. Ни с нашей стороны, ни с российской. Поэтому это длинная, нудная, кровавая бойня ожидает нас в случае срыва переговора. Вероятность срыва переговоров 99%. Вот это реальность просто. Можно строить разные гипотезы. Я сам люблю для разминки мозгов зрителей построить разные ветки вероятности. Вот и строю. Но как бы реальность, она вот туда скорее. Прошла информация о том, что в Белгороде где-то есть большое количество войск, которые пойдут на Харьков. Будут его отсекать, окружать, ну, отсекать логистически. Я помню, периодически были такие уже размышления. Если так пройтись по линии фронта, то есть ли какие-то разведпризнаки этому? Саша, если бы там было хоть какое-нибудь количество пристойного войска, то я думаю, что они бы с куда большей вероятностью ушли бы на славянское Краматорское направление, ключевое политически, потому что там ключевая политическая задача, либо на Запорожское.
где украинское контрнаступление длится. Потому что и там они гораздо нужнее, чем отсекать Харьков. Чтобы отсечь Харьков, нужна группировочка 1080 войск. 100, то есть 7-я часть от группировки, воюющей в Украине. Это огромные резервы, которые у россиян негде взять. Кроме того, не забывайте, у них ударными темпами формируется Ленинградский военный округ. Тот от зон ответственности, которого страны Балтии, Польша, Финляндия и вообще акватория, скажем так, в взаимодействии с флотом, зона акватории Балтийского моря, где у россиян обнулились результаты их политики за 300 лет. И они так и не собираются это оставлять. Поэтому часть войск идет туда. Не все идет в Украину. Минимум, но идет. И вот эти сказочные где-то несколько десятков тысяч войск, взятые на Харьков, повторюсь, это фантастика на втором этаже. Может быть, есть пару десятков, которые они зачем-то решат кинуть на Харьков, чтобы кого-то куда-то отвлечь. Но наши резервы. Но отсечь Харьков – это абсолютно нереально. Отсечь город-миллионник – это 1100 войск, не меньше. Смотрите, на Курском направлении, для сравнения, когда вышибали наши войска оттуда, то есть группировка, угрожающая Сумскому направлению, Сумам где-то 1085 было. Плюс 15 тысяч северокорейцев. Считайте, сотню. И что, дошли они до Сум? Ну, может, задачи такой не стояло доходить до Сумы? Как бы задач много было разных стояло. Так вот, до Харькова дойти еще сложнее в этом отношении. Нет, просто получается, я вот здесь хочу просто, чтобы вы разъяснили. Получается странная картина. То есть, Запорожье проще брать, чем Харьков. Запорожье проще брать, чем Харьков, потому что на юге действует группировка намного больше российских войск, чем работающая по Харькову. Несравнимо. Более того, по Харькову никто не работает, работают по северной границе Харьковской области. Что касается мужа, задачи не было. Ну, как вам собрать 100 тысяч войска на направлении, которые критически нужны в других местах, и не поставить им достойную их задачу, за такое расстреливают вообще как бы на войне. Поэтому вряд ли кто-то там мог поставить 100 тысяч, сказать, вы тут постойте или захватите лесок под Сумами, и это вся для вас задача на 100 тысяч. Как бы, да, так не работает. Нет, ну погодите, это же как раз-таки была насколько я помню, была дополнительное вливание. То есть с других направлений не снимали, хотя там нам рассказывали, да, что снимали, а добавили туда и, в общем... Не-не-не, на Курское направление снимали с других направлений и как бы формировали там группировку, даже вот корейцы понадобились, которые, кстати, там до сих пор есть. Они на нашу территорию не заходят, они обороняют, согласно договору между Кореей и Российской Федерацией, территорию Российской Федерации. Блюдут международное право таким образом и букву и дух закона. Но нету там потенциала ни для Сум, ни для Харькова, как ни крути. Более того, это не является основными зонами интереса ни в каком варианте. Почему вы думаете, что основная зона интереса – это Славянск-Краматорск? Потому что такова политическая задача, которую поставил Путин перед своими войсками. Донбасс. Это единственный способ оправдать войну. Российскому народу объяснить, зачем нужна была война. 4 года кровавейшей возни, огромные потери. Для чего? Защитили народ Донбасса. Луганская Народная Республика наша, Донецкая Народная Республика наша, в кавычках. Это понятно. Да, большие потери, так это всегда можно объяснить. Как они пишут, весь Запад, 57 стран мира против нас, мы воюем не с вами, а 60 странами и так далее. Тогда кровавой ценой защитили братьев русских в Донецкой и Луганской. Это понятно. А в Сумах ни разу же не планировали защищать российских братьев. И в Харькове не очень планировали, кроме начала войны. Правильно? И так далее. Поэтому, опять же, можно деликатно смолчать, почему русские братья не защищены в Херсоне, на том конце берега. И так далее. Это еще можно. А вот не взять Донецкую в результате 4-летней войны, это было бы совсем перегиб. Поэтому они держатся за нее мертвой хваткой. Это ключевое условие на переговорах. Они уже почти все отдали, даже ограничение численности украинских войск, которое было одной из ключевых для них. Да ладно. Да, я что-то это пропустил. Подождите, Россия согласна, чтобы ВСУ было 800 тысяч в обмен на Донбасс? Вообще без ограниченности численности, без ограничения численности. Они рассчитывают на американский мониторинг, что не будет нарушать обе стороны. И Америка, видимо, пообещала, что гарантии безопасности для Украины включают в себя удержание Украины от глупостей на Донбассе или в любом другом месте. То есть, на что россияне рассчитывают? Что Америка сама будет сдерживать Украину от реваншистских тенденций. Только на этом условии можно было согласиться. Но они сняли требования об ограничении численности. Многочисленные сигналы идут, в том числе и публично.
Им нужен Донбасс, кровь из носу. И они полностью... А мы отказываемся его отдавать. Вот вариант, как бы... Может, точнее, не вариант, а предскажите дальнейшую судьбу переговоров в таком случае. Ну, смотрите, плачевность переговоров, мы с этого начинали с вами сегодняшний разговор. Это... Ну, вообще, а как можно теперь с американцами, с Кушнером, с Виткофом садиться за стол переговоров и переговариваться после Ирана? Ну, вот как? Ну, спросите россиян, которые с ними переговариваются. Нет, Может, просто... вы и я не стали бы, а россияне продолжают. Просто же видите, какая история. Ну, они с тобой переговариваются, а у самих уже там недельки 3-4 назад уже есть планы ударов по всем там болевым точкам и авианосцы подгоняют. Как же можно сказать россиянам, ну как с вами переговариваться, если еще 22 февраля Путин заявил и Лавров, что у нас нет плана войны против Украины за 2 дня до нападения, да, и уже когда войска ввели на Донбасс и в Луганск, как бы, и те, кто распространяет эти слухи, это глупые паникеры, которые хотят там Россию демонизировать. Все так говорят. Так надо достигнуть тактической внезапности, оперативной. Что только люди не врут, чтобы ее достичь. По поводу Украины и мобилизации. Очень интересный кусок на одном из региональных телеканалов. Я, если честно, хватался за живот. Вам, как человеку военному в прошлом, тоже будет интересно. Приблизно рік тому з Стасом. Стас був цивільною людиною. Художником, який напружено, але працював в своїй творчій робітні і був цивільною людиною. Але... Значит, сидит Стас, да, сидит вояка бравый, и он ему рассказывает историю Стаса. Так интересно, и там... Смотрите, обратите внимание, сразу видно региональное телевидение. Ведущий немобілізаційного возрасту. Часи змінюються. Якщо ви бачите, Стас зараз у пікселі, і ми продовжуємо цей проект. Тобто країна живе, країна переходить на мілітарні рейки, і рано чи пізно в армії буде служити кожен. Це можемо сприймати як в рамках популяризації рекрутингу. Кожен від 18 до 70 чи як? Якщо треба, то так. Питання в тому, що кожен може знайти своє місце в армії, і не кожного візьмуть штурмувати посадку, бо це право треба і заслужити, і мати відповідні фізичні кондиції. На прикладі Стаса Желобнюка ми бачимо, як митець може зайняти своє чітке місце в структурі Збройних сил України і приносити максимальну користь в плані боротьби за незалежність. В общем, художника, да, рекламирует он в студии, которая рядом с ним сидит, в пикселе. Но там же 2 ключевых посыла. Воевать будут все. И надо, значит, все свои умения применять, так сказать, вот в вооруженных силах. И поэтому рано или поздно, если надо, то от 18 до 70. Вот с каким зарядом, с каким настроем вещают солдаты? Как вы про полную мобилизацию вот, по состоянию на сегодняшний день отзоветесь? Это все мечты. Мечты и военнослужащих можно понять, потому что они высказывают не прогнозы, не аналитику, а высказывают настроения, которые царят в их среде. А поскольку они смертельно задолбались, конечно, и считают, что несправедливо, когда там, условно говоря, 1 миллион воюет, а 5 миллионов отсиживается, они требуют ротации, требуют справедливости, требуют оплаты труда. В общем, у них очень, ратного, у них очень справедливые требования, но надо понимать, это не прогнозы, не аналитика, это настроение. Люди высказывают наболевшее. Всерьез это воспринимать, ну, давайте так скажем, трудно. Анализу оно... Подвергать его не стоит. Это эмоциональное высказывание. Все они появляются, вот заметьте, все говорящие головы от военных все время говорят, что все будут воевать, бросьте все, готовьтесь и так далее, и так далее. Такого никогда не будет. Сразу вам скажу, не все будут воевать, потому что отдуваться будут те, кого призвали или кого поймали, а основная масса не будет воевать. Иначе бы, если бы все воевали, чтобы все воевали, точнее, это означает полный характер, сменный характер общественных отношений в Украине. К чему не привела даже война и не приведет. Сразу вам говорю. В этом-то и печалька. Если бы у нас был потенциал смены общественных отношений, мы давно бы их сменили. И либо бы гораздо более эффективно воевали, либо, наоборот, эффективно прекратили бы войну и занялись бы строительством. У нас нет потенциала. Мы в колее, из которой нет выхода, к сожалению. Пока не видится. И это надо очень четко понимать. А мечтать о том, чтобы все воевали, все там, да, от мала до велика, это сколько угодно. Мы не можем запретить это людям. Важный вопрос в этой связи. Ну, это просто тоже такой мировоззренческий вопрос. Если
Родина требует, чтобы все воевали, и от каждого по способностям, да, каждому в пикселе по потребностям, то тогда возникает вопрос, а что же там на 4-м или на 5-м уже году, 4 года прошло, на 5-м году большой войны, внутри вот этого армейского коллектива. Казалось бы, Харьков, да, ну, известнейший, легендарный университет, да, воздушных сил Кожедуба. Сегодня приходит новость от ГБР, что там, значит, командир учебной группы избил курсанта, нанес военному несколько ударов кулаками по туловищу, по голове, за то, что он, ну, как-то не так ответил ему. Потом уже в коридоре повалил на колени и снова бил по голове, оскорбляя, унижая мужчину. После начала уголовного производства подозреваемый давил на свидетелей, угрожал одному из них насилием за то, что тот даст показания. Ну, а когда показания все-таки дали КБР, он сбежал в СЗЧ и скрывается до сих пор. Это университет. Это не какая-то учебка. Это университет, ну, летный, авиационный. Это как бы лицо офицерское. Давайте вспомним, что недавно в Одессе курсант повесился, над которым издевались, да, в военной академии Одесской, моей альма-матер в свое время и так далее. Давайте я вам открою небольшую тайну. Я учился в Одесском институте сухопутных войск с 94 по 98 год. За это время на моем общевойсковом факультете, а там было еще несколько, погибло 18 человек. По разным причинам. Поэтому, когда масса дядек в хорошем тестостероновом возрасте с оружием и в системе отношений, как в стае шимпанзе, то обычно часто случаются всякие вещи. Разные. А уж избиения, драки – это то, что выскочило на поверхность. А такого там каждый день везде. Это специфика. Понимаете, да? Нельзя сказать, что эту специфику можно приветствовать, с этим нужно бороться. Я как бы объясняю, почему явление существует, но не оправдываю его. Но оно должно жестко пресекаться, должны и традиция, и существующая система должна работать на то, чтобы этого не было. Но есть что есть. Поэтому в Львовской академии сухопутных войск такой же истории было. Периодически они случаются везде. Потому что когда мальчиков садят в один аквариум, там дальше по принципу кто кого. Вот. Поэтому удивляться не приходится. Доголосовывайте, друзья, в нашем сегодняшнем опросе. Очень интересно, скажем так, кому выгодно, да, заваруха на Ближнем Востоке, Путину, Зеленскому, никому или обоим выгодно в своей какой-то степени. Два таких очень важных, ну или, допустим, момента я бы хотел с вами обсудить сегодня. Это вот то, что является собой символизм. Значит, сегодня сообщили о том, что украинской паралимпийской сборной, ну, не разрешили выходить в их нарядах, ну, собственно, там на награждение и на какие-то там мероприятия. В чем дело? Да дело в Крыме. Смотрите, у них там очень красиво, так сказать, на поле их, ну, термиков, термопольт, да, в общем, там выглядит Крым, и поэтому это вроде как политический лозунг, поэтому нельзя ни в коем случае. Продолжается эта эпопея, да, с нашими олимпийцами, теперь уже паралимпийцами. Вот теперь МОКу не такой, собственно, не такая верхняя форма, верхняя одежда украинских спортсменов. Но тут принципиально интересно и важно, а как вообще это в народе откликается? Ну вот как? Очень замечательный социальный эксперимент прошел. Значит, этот Гераскевич со шлемом, который в парламенте выступил, который сказал «бубку геть». Ну, типа, заберем у него героя Украины, потому что он негодяй, у него бизнес в Донецке и вообще как посмел. Он вышел в люди со шлемом. Ну и типа проверил свою узнаваемость. Узнаете, кто я или не узнаете? Вот этот фрагмент потрясающий просто. Дивилися Олімпійські ігри? І новин не бачили? Ну, бачив про нашого того скелетоністики. І що ви думаєте, як він правильно вчинив чи неправильно? Звісно, що правильно вчинив. Дякую за вашу підтримку. Це він нас підтримав? Так це, власне, я. О, дякую вам. Я вас дякую. без шолома не впізнав. Так він просто закритий. Честно говоря, больше всего это как вы там столом с
Как его там, скелетон? Як думаєте, правильно він вчинив? Нет. Если бы выиграл медали где-нибудь во время награждения, что он действительно спортсмен, а не так засунули провокатора. Все, дякую, дуже дякую. Що вам більше всього запам'яталось? Шалом? Як ви думаєте, він правильно спортсмен вчинив? Ну я вважаю так, тому що весь світ повинен знати, що вона зараз твориться. Я не дивилася. Так это если вы теннист, вот шалом. Клас. Можна зараз фотографуватися? Конечно, можно. Ніхто не дивився Олімпійські ігри? Ні. І новин ніяких не бачила? Ні, новин теж не бачила. Не дивлюсь з війною новини. Може, щось чув новини? І щось в новинах нічого не бачила про Олімпіаду? Ні, нічого не бачив. Чи дивились ви цьогорічну Олімпіаду? Ні, а як же? Ну, наши хлопцы, конечно, наши ребята со своими шлемами, со своими вот этими атрибутиками, с этими надписями. Это тоже дуже вообще было. Підтримуєте це? Конечно, а як же ж? Дякуємо вам. Я вам. Ну и радуется, фотографируется. Понятно, что это, постанова. Но у меня возникает важный вопрос. А неужели вот украинцы сейчас, они, вот такие, что этим украинцам, даже в том сложной ситуации, в которой есть, с инфляцией, с упадком, а им правда нужен шлем? Ну, вот пес-патрон нужен был, сейчас вот шлем нужен. Нет, символизм носит огромное значение, и как символ незламности и так далее, проканает все, что угодно, даже покрашенный столб, если создать ситуацию. Ну, и люди радуются. Вопрос, какое реальное место занимает. Что не порадоваться, известный человек, про которого все говорят, который там что-то сделал, вышел на улицу и так далее. Другое дело, что за этим стоит. Но люди не склонны над такими вещами задумываться. Например, что дает на длинной дистанции политизация спорта? Как жанра, да. Или какое место занимает человек, который спортивными успехами не может похвастаться отнюдь, но требует лишить наград человека, который составил славу мирового и украинского спорта. Тут же Бубка, да, там и так далее. Поэтому, вы мою позицию знаете, я против политизации спорта во всех отношениях. Спорта, науки, искусства. Вот это не должно быть политизировано. Но Украина политизирует изо всех сил и спорта, и науку, и искусство, к большому ущербу для себя. Вообще, надо сказать, что это тактика слабых. Когда ты не можешь отвоевать Крым, тебе приходится лепить его на верхнюю одежду спортсменов, там, да, и все привлекать внимание всех к этому спорту. Вот, когда, я имею в виду слабых нет, еще и в спортивном отношении, когда ты не можешь взять, например, там, награды положенные, тебе приходится шлемом махать. Это все очень печально. Да, друзья, значит, перейдем к вопросам вашим, но подведем итоги сначала нашего сегодняшнего вопроса. Кому на руку война США и Ирана, Путину или Зеленскому? 9% Зеленскому, 11% обоим и по 40% никому и Путину. Вот так разделились наши сегодняшние голоса. Алексей Николаевич, перейдем к вопросам. Всем большое спасибо, что и канал поддерживаете, и, скажем так, и вопросы задаете. Режим Блиц, вопросов, как обычно, превеликое множество. Поехали. Алексей, вы же понимаете, насколько выгодна России заварушка на Ближнем Востоке? Нефть растет, экономика. А кому Россия продает нефть сегодня? Китаю. Китаю. Китай заплатит России деньги. У Китая денег станет меньше. Европе продает. У России чуть больше. Европе продает. Да, Европа заплатит России деньги. Да, кратковременный эффект. Он будет обязательно и принесет дополнительную прибыль в российский бюджет. А долговременный эффект будет не в пользу России. Сразу скажу. Слишком много. Сразу два ключевых нефтяных государства, Иран и Венесуэла, видимо, уходят с рынка в пользу американцев на долгое время. Поэтому 1,5 года Россия позарабатывает, а потом начнутся иные чудеса. Угу. Интересный вопрос про заработки уже Трампа. Введение санкций Трампа в первую очередь ложится на плечи потребителей, а сейчас вдобавок еще и бензин подорожает. Вам не кажется, что в нынешней обстановке Трамп выстрелил себе в ногу с Ираном? Американский бензин не подорожает. Америка сама себя снабжает бензином, на то у нее стратегический запас, на то у нее мексиканская нефть, на то у нее сейчас венесуэльская нефть будет и так далее. А Трамп не настолько глуп, чтобы дорожать бензин накануне промежуточных выборов в США. Он знает, что он делает.
Так, Алексей Кущ прогнозирует Казахстану нестабильность и стать местом начала Третьей мировой войны. Типа Турция нападет и так далее. Интересно, Турция на насколько... Казахстан? Да, интересно, насколько безопасно жить в Казахстане, как считает Алексей, будет в следующие 15 лет. А зачем Турция нападает на Казахстан? Тюркам на тюрок? И как она будет нападать при отсутствии общей границы? Скажите, пожалуйста. Ну, кто-то нападет. Ну, как-то нападет, да, только как непонятно. Наверное, вы Куща неправильно прочитали. Во-вторых, Казахстан – это зона. Стабильность Казахстана обеспечивается тем, что он зона инвестиций и серьезных экономических с привкусом стратегических интересов одновременно Запада и Востока. Поэтому, если кто-то нападет на Казахстан, я думаю, неприятности у него будут одновременно и с Западом, и с Востоком. Мало кто выдержит в современном мире таких неприятностей. Например, от китайцев, от американцев, Европы одновременно. Кто этот храбрец, я не представляю себе. Тем более Турция. С чего бы это вдруг? Перечитайте Куща внимательно. Вы что-то, видимо, не дочитали, судя по всему. Или не так прочитали. Алексей, ИПСО традиционно направлены на противника, но в Украине значительная часть информационных операций была обращена внутрь, на собственное население. Где, по-вашему, проходит грань между мобилизацией общества и его стратегическим ослеплением? Смотрите, любая война примитивизирует дискурс, простите. Все равно надо задать рамку, в которой вот есть враги, есть мы, есть чужие. Наши делают вот это, враги делают этого, все черно-белое и так далее, и так далее. Рамка проходит по границе Конституции. Есть такой забавный документ. Вот там, где призывы к мобилизации, призывы к единению перед врагом начинают нарушать Конституцию, это уже внеконституционное действие, тягчайшее преступление. И если бы в стране нормально функционировал Конституционный суд и занял принципиальную позицию, я думаю, была бы другая история. Но поскольку этот орган разгромил Зеленский накануне войны, мы лишены этой счастливой возможности защитить Конституцию. А сам гарант Конституции является главным нарушителем Конституции. Остановить его некуда, парламент тоже не может занять позицию. Мы имеем стратегическую коммуникацию, которая народ оглупляет, а главное приучает к последовательному лишению прав и свобод. Это самое печальное. Смотрите, есть же уж очень простое определение. Хорошая система, вернее, плохая система – это там, где хорошие люди вынуждены поступать плохо. Вот такая система в Украине. А хорошая система – это там, где даже плохие люди вынуждены поступать хорошо. Нам надо плохую систему поменять на хорошую систему. Что украинцев заставляют поступать плохо. Сначала поступать плохо, потом смиряться с тем, что это. Потом считать это нормой жизни, а потом не знать никакой другой жизни. А значит, одобрять ту, которая с ними происходит. И вот это преступление против народа со стороны системы. Сообщество YouTube, давайте здесь вопросы как бы почерпаем. Очень много. Все не войдут, ребята, сразу много комментариев. Вопрос. Кстати, по поводу мемов. Все вспоминают Арестовича про 2-3 недели сегодня. Даже кто-то пририсовал вам Арафатку, что вот залпов осталось. Этого добра много, да. Это, конечно, это много. И вот это вот и люди шутят по этому поводу. Все-таки, конечно, хорошо, что есть место юмору. Это всегда радует. Хотя ситуация на самом деле ужасная в мире. Ну, что, давайте хоть улыбнемся в лицо этой ситуации. Значит, получит ли Трамп щелбан, потому что, как ни крути, режим аятол устоял. Будет ли импичмент внутри США Трампу? Ну, надо повторить начало передачи. Да. Посмотрите начало, я уже отвечал. Ну, то есть, подождите, импичмента вы не думаете не будет? Не будет импичмент. С какой стати будет импичмент? Потому что использование войск за пределами США в обход Конгресса, демократы уже буянят, все возмущаются. Если буянят, ничего не будет. Угу. Как вы считаете, жалеет ли Зеленский, что в 2022 году послушал Лохматова? Кто его знает? Так, не кажется ли вам, что США, Россия и Китай просто-напросто договорились, они делят мир, а Иран – это та же история, что и Украина? Да, какой интересный способ. Они поделили мир так, что 4 года Россия пытается взять поделенное, а Запад отправляет сотни миллиардов долларов для того, чтобы препятствовать исполнению договора. Вы об этом хотите сейчас всерьез поговорить или как?
Вопрос к гостю от Алексея. Кто сидит за штурвалами иранских МиГ-29 и Су-35, которые стреляют ракетами воздух-земля? Может, как во Вьетнаме? Ив Ван Овы с уважением. Никто там не летает и не стреляет, они в воздух подняться не могут при такой степени воздействия. А как их Катар сегодня сбил? О чем вы говорите? 2 сушки. Катар сбил сушки? Да. Да, я что-то пропустил. Да, F-16, Катар F-15 он позбивал. Ну, может, кто-то и взлетел там, да, и Катар что-то там героически сбил. Но, честно говоря, это какие-то безумно смелые летчики, которые неорганизованное воздушное нападение предприняли с непонятными мне целями. Ну, надо снять шляпу, героические люди. Ивановы они, либо Реза Пехлеви, неважно, это герои настоящие. После падения Ирана Китай направит своих миротворцев в Тегеран, интересуется пользователь. Каким образом и зачем? Если пойдет режим Аятол, там через день будет шах. Какой Закон. шах? Который из Британии прилетит. Ну вы прям верите, что его там любят и ждут, и Конечно. на руках будут носить? Конечно. Его на руках не будут носить, его просто поставят, потому что когда режим падет, нужна альтернатива. И эта альтернатива всегда является законным монарха. Дипломатия, как и геополитика, работает по закону аналогии. Сколько мы таких аналогий видели? Сколько реставраций монархии мы видели только в 20 веке? 1 000 000. Слушайте, Поэтому... ну давайте тогда, подождите, давайте тогда, ну, я попробую как бы передернуть, ну, в хорошем смысле этого слова. Ну, давайте сейчас Россия разбомбит всю верхушку и привезет Януковича. Да пусть сначала разбомбит. Раз. А во-вторых, почему вы считаете Шаха Януковича? Потому что, во-первых, это не шах, во-вторых, это его сын, принц. Ну, сын, который... законный наследник. Который по крови, видите ли, да, получил Смотрите, эту всю это историю. же законный наследник, это же не президент, как бы избранный, правильно? Немножко другой вес. Поэтому, ну, вот я напоминаю вам, когда Франко уходил в Испанию и восстановил монархию, противников было очень много. И в 1981 году один испанский полковник, правый, поднял маленький симпатичный переворот, захватил парламент и сказал: короля нафиг, парламент нафиг, я снова буду править, потому что как бы только военные правы в Испании всегда. И все посмотрели на этого не очень популярного короля. Он был не очень популярный, сразу скажу. И реставрация монархии была не очень популярна. Король сказал: вы знаете, нет, я против переворота. И армия поддержала короля. Потому что дело не в качествах этого человека, а в том, что он мощнейший символ единения нации. И если выбирать между неизвестным кем после Аятол, вот Аятол нет, представили, мы же этот вариант считаем, неизвестным не пойми кем и законным наследником, то все выберут скорее законного наследника, потому что или международная легитимность. По какому закону он наследник? Смотрите, по международному праву закону... его разорвали, разрушили. Смотрите, по закону престола наследия. Тут же момент какой? Рамку выстроят. Вот как болгарский царь был премьер-министром Болгарии, помните? Был период, потому что был консенсус такой. И он не может не восстановиться как шах. Иран может никогда не восстановить монархию. Он может восстановиться как переходная фигура согласия, которая обеспечит приток международной помощи, восстановление Ирана, проведение выборов в Иране свободных. И будет в Иране законный президент, потому что президентская власть в Иране и так существует с 1979 года благополучно всю дорогу. Не обязательно шаг, но то, что он там появится и будет некой фигурой перехода, это гарантированно. Иначе бы он так не выступал с такими воззваниями к народу. Он не сам их пишет. Такая фигура... Подождите. Ну, шах – это та же Тихановская. По весу внутри страны. Смотрите, если сейчас вдруг пропадет Лукашенко куда-то, и Россия почему-то не возьмет, а Беларусь попадет под влияние международного общества, назовем это так, Тихановская аж бегом может быть еще 1,5 года каких-нибудь досидеть президентом, вне зависимости от ее личных талантов, пока организует и проведет новые свободные выборы. И в таком случае, если это такой сценарий, я за Тихановского. Хоть веселее будет. Может быть, как бы, да, переходной фигурой на это время. Лучшей фигуры, чем сын шаха, не найти. Разве что один в течение, например, снятия режима Аятол выдвинется либо полевой командир, либо лидер восстания, и мы увидим сирийский вариант, где Джулани там станет, например, этим самым. Но в любом случае там будет какая-нибудь коалиция и так далее, и так далее. Шах, его ключевая история не потому, что его любят в Иране, а потому что он способен организовать рамку международной легитимности на переходе и приток помощи на восстановление. Так видите, нормальный тоже аргумент для России. А что, Януковича не любят же в Украине? Ну, зато он легитимный. Янукович не приведет международную помощь в случае восстановления, поверьте. А ну, что, китайскую, российскую привезет.
И первый, кто будет оказывать ему помощь, смотрите, это будут королевские династии Персидского залива, заинтересованы в стабилизации Ну Ирана. да, это да. Восстановлять отношения. А они кого захотят, будучи сами монархами абсолютно? Президента? Может быть. Посмотрим. Угу. Так, значит, здравствуйте. А что если Трампу наплевать на свою репутацию как президента? Может, у него есть какой-то другой приоритет для себя? Мирослав пишет. Конечно, есть. Он председатель Совета мира. Давайте поставим вопрос, а что он такого делает, что портит его репутацию президента? Ну как, убивает, вторгается, В агрессором Америке выступает. эти президенты становятся очень популярными. Обычно, по крайней мере, кратко и ситуативно. Если это на 10 лет не затягивается, как Вьетнам, и на 20, как Афганистан. А они явно не собираются затягивать на столько времени. А так американцы очень, как и все, любят быть сильными быть, когда большие хорошие парни лупят плохих парней. Это всегда хорошо. Сегодня, Алексей, министр войны США повторил в точности фразу Путина: не мы начали эту войну, но мы ее закончим. Получается, действия США ничем не отличаются от действий России, пишет Дмитрий. Назовите сходство и отличие вторжения Путина в Украину и... Уважаемый Дмитрий, вы неправильно понимаете мою позицию. Мне плевать, имеет ли любое вторжение или любое действие в этом мире хоть какую-то окраску правоты, либо законность. Если это не внутреннее дело, а международная политика. Международная политика организуется по законам стоящим под «З». Кто может, тот и делает. Проблема начинается как Украины, когда она не может, но создает ситуацию, в которой она что? Не может, но выеживается. Нам вместо того, чтобы вести разумную политику со всеми соседями, не допускать войны. Проблемы создаются в России, когда она замахнулась победить Запад в отдельно взятой Украине, а получила вторую Ливонскую войну, потому что она не может бороться с объединенной коалицией западных держав, которые помощь Украине оказывают. А вот проблема у американцев редко возникает, потому что они обычно могут. И если они не зарываются, как в Ираке, в Афганистане, не залазят туда на 20 лет, или как в Вьетнаме, то как бы действуют хлестко, коротко и в лед, как в Венесуэле, тогда возможно, да, получается. Поэтому не важно, законно оно или незаконно. Важно, что человек может, или государство, что оно не может. Американцы могут. Россия думала, что сможет в Украине. Российские результаты мы уже видим, как бы американские мы посмотрим. Угу. Так, тут приходят свежие фото из ситуационной комнаты, что все какие-то хмурые. У Трампа еще то на руках были какие-то раны, теперь на шее. В общем, что-то как-то не к добру. Все это как-то... Атмосфера, знаете, такая гнетущая у них. Ну что гнетущая? Война же идет, они хмурятся, конечно. Самолеты падают, солдаты гибнут, там союзники трезвонят и пищат. Это напряжное дело, мало кто может смеяться в это время. Евгений вот такой вопрос задает интересный. Алексей Николаевич, вы, надеюсь, передумали идти в политику и становиться такими же, как они все? Извращенцами, маразматиками, лицемерами и очень много чего еще про них можно сказать. Я передумал становиться лицемером, маразматиком и извращенцем, вне зависимости от того, в политике я или нет. Но передумал я давно, лет 50 назад. А задумывались, да? Да, я планировал, когда мне было 2 месяца, немножко побыть маразматиком и извращенцем. Но мама быстро пресекла это все зародыш. Почему самая супертехнологичная и современная армия со всеми своими ИИ и масками в первой же атаке убивает 160 школьниц? Есть ли за 4 года сопоставимые трагедии в Украине? Они не убивали школьниц, вам надо внимательно следить. Иран выдал видеозапись школы, которую талибы уничтожили в Афганистане в 2021 году. Школы для девочек или в каком-то там. И выдали за свои жертвы израильской ракеты. Это уже разоблаченный фейк. И могилы не настоящие роют. Это все монтаж, к сожалению. Монтаж из старого видео показывает. Короче, информационная операция против израильцев. Хотя, как бы был факт-чекинг, что это правда в этом городе. Из того, что видел я сегодня, это разоблачили как видео из Афганистана. И дополнительно накрученные там всякие элементы. Так, переходим к вопросам из чатов нашего сегодняшнего эфира. Так, Вася задает вопрос. Я когда-то задавал вам вопрос, почему вы в начале войны врали. Тогда вы сказали, что не нужно было верить. Сегодня можно верить? Через полгода будете говорить. А ну-ка, где я врал в начале войны? Расскажите. Не нужно было слушать.
Просто расскажите, где я врал в начале войны. Напишите, Вася, где, Напишите, что Вася. именно конкретно вы хотите. Поймайте меня за язык. Да. Поймайте Алексея за язик, напишите. Олексію, згадаємо, як було в 22-му році. Китай сказав, що Росія самостійна країна і свої проблеми рішить сама. Потім ми знаємо, як було, снаряди, чіпи, дрони, солдати, розвідка. Чому зараз має бути інакше? Тому що Україна – це не Штати, а Штати – це не Україна. Китай помогает России против маленькой слабой Украины, а Ирану помогает против больших и страшных штатов очень накладно, поверьте. И не исключено, что если Иран долго продержится, будет какая-то там помощь и так далее, но будет же американское обратное воздействие. И поверьте, это не 4 года дожидаться, пока прилетит там в завод в Елабуге мощная украинская ракета «Фламинго». Это будут санкции, например, ключевые, которые сделают очень бобо Китаю и тем, кто принимал решение. Ну, последствия немножко другие. Поддержки. Угу. Так, значит... Зачем Западу восстанавливать Украину? Для чего? Только для того, чтобы создать новую Спарту или Афганистан на востоке Европы? Задают Еще раз, пока вы не усвоите формулу, вы ничего не поймете. Формула звучит так. Украина сдерживает Россию, Россия сдерживает Китай. Вот западная политика. Вот эта логика. И все очень хорошо этой схемой объясняется. Украина нужна как сдерживатель России, даже если она не воюет, самим фактом. Вот. Россия, и хотя бы тем фактом, что она не принадлежит России, не усиливает ее там, в составе единого государства или федерации, или военного союза. То же самая история с Россией. Как Россия сдерживает Китай? Во-первых, своим наличием у его границ, наличием ядерного оружия, своих выраженных политических интересов, которые далеко не всегда совпадают с китайскими, зависимостями, которые она обеспечивает Китай от той же нефти, от калийных удобрений, еще от чего-то там и так далее, и так далее. А в-третьих, как бы тем, что она не является полным союзником Китая, она уже сдерживает Китай. Поэтому схему не выстроили. Их схема полностью устраивает. Вопрос, устраивает ли она нас. Меня она абсолютно не устраивает. Но есть люди, которых устраивает. В этом заключается наша диалектическая борьба с ними. Вопрос Алексею Арестовичу от Владимира из ЛНР. Какова вероятность применения ядерного оружия против Донбасса, если его все-таки Украине передадут? А зачем? Вот не знаю. Какие там цели для ядерного оружия? Скажите, пожалуйста. Почему там бить? Что ж там такое важное, что по нему надо влупить ядерным оружием? А куда бить ядерным оружием, которое хочет Зеленский, но ему не передают? Тактическим ядерным оружием надо бить по военным целям. Или, например, стратегическим инфраструктурным объектам. Например, слезать полностью терминал Новороссийский. Или, например, в Одессе порт. Это приносит конкретный результат. Либо по группировке войск. Например, накрыть ядерным ударом пару десятков самолетов на каком-то аэродроме тактическом. Гарантированно. Это да. Стратегическое ядерное оружие нужно принуждено для уничтожения крупных промышленных центров. Например, города Киева, или города Москвы, или города Вашингтона, или города Пекина. Административных, промышленных, по городам бить большим. Ну, или по таким же районам пуска ракет, например. То есть, ядерными ракетами по ядерным ракетам, чтобы не летели у нас обратно. А почему на Донбассе бить? Что там такое есть, что туда надо применять ядерное оружие? Ну, вы же знаете, эту еще советская тактика. Удар по укрепрайону, это удар прорыва. Это совсем другая Потом история. герметичные танки заходят с солдатами в амуниции. Для того, чтобы так действовать, нужна советская армия, которой отнюдь нет, раз. А во-вторых, нужно много ядерных ударов. Один ядерный удар ничего не гарантировал. Считалось в расчете, что один тактический боеприпас в 2 килотонны уничтожает батальон. Можно сделать прорыв и пройти. По нынешним временам, даже если его применили, и действительно бронетехника прошла через этот район, то ее нахер пожгут дроны, как только она пройдет этот район, там в глубине, в тылу. Это раз. А во-вторых, что такое сейчас прорыв батальона? Ну, на Доброполье прорвали линию обороны Украины и даже вытянули 2 этих самых заячьих уха. Там был вполне прорыв, который мог бы гарантировать ядерный удар. Но что? Ну и закончилось это опять же вознёй. Все зависит от резерва. Поэтому, чтобы тактическое оружие стало фактором, нужно сотни
сотни единиц, которых ни у кого нет, вернее, у Украины нет, никто их не собирается им давать, применять их по Донбассу, чтобы там куда-то. Но опять же, ударить по российским войскам тактическим ядерным оружием, это получить в ответ тактическим ядерным оружием, которого у них больше. И никогда никто не передаст Украине хотя бы сравнимые единицы. Поэтому даже если у Украины было бы ядерное оружие, крайне невыгодно было бы применять его против России. Да и более того, противопоказан. Да, спасибо. Заглянул в чат Алексея Арестовича. Тут пишет Лина, в общем, Лина какая-то, в общем, чат GPT. Нет, это не фейковые новости. Независимые международные СМИ подтверждают, военные действия в Иране привели к гибели детей, и что это вызывает серьезную международную озабоченность. У меня есть противоположная информация, но, допустим, это правда. Так а что? А когда украинских детей убивали, вам не было жалко? Когда российских убивают в Белгороде, не было жалко? Так вопрос же в супертехнологическом оружии. Промахи возможны в любой ситуации. Стук по крыше, вот эти все... Я вам больше скажу. Когда аятоллу убивали десятками тысяч иранцев, включая детей, его не вызывало никакой озабоченности? Как вызывало, конечно. Но я не вас спрашиваю, а зрителей наших. Я не слышал от вас таких вопросов. Почему не сочувствовали нескольким десяткам тысяч убитых режимом? Это гражданских убивали, женщин, детей в том числе. Вопрос. Тегеран обстреливает британские базы на Кипре. В ответ примерно ничего. Что с ними стало? Обратимо ли это? И какие геополитические последствия? С кем? Что ничего. Во-первых, греки отправили туда корабль на прикрытие. Да. А во-вторых, и не один. Во-вторых, британцы сейчас всерьез думают о том, как поколебать давно сформированную принципиальную позицию по Ирану, в которой они в очень серьезных противоречиях с Соединенным Штатам. И один маленький обстрел этой базы вряд ли способен поколебать, скажем так, эту позицию, которая формировалась не один десяток лет и имеет под собой очень серьезные основания большие. Поэтому, если бы погибли британские военнослужащие, тогда Британия вынуждена была бы реагировать. Но она и сейчас, говорят, пересматривает. Не то, чтобы сама будет участвовать, но дает там разрешение на пролеты, на использование баз. Там Германия, уже Франция начинает подумывать на эту тему, высказываться. Так что итальянцы уже попали под раздачу, тоже задумались. Посмотрим. Вопрос к Алексею. Способен ли Иран потопить американский корабль? Какой? Маленький, Любой. Наверное. Маленький, наверное, способен. Авианосец очень вряд ли. Запас прочной живучести очень большой авианосца, и потом в него же надо еще попасть. Уже идет в ордере, то есть в составе авианосного ударного соединения, и там корабли ПВО, пару десятков его охраняют, только плюс дежурство в воздухе, плюс система раннего предупреждения, пусть превентивные удары, плюс агентурная разведка, плюс киберразведка, плюс все виды разведок. Это, знаете, так очень легко сказать. Напоминаю, что на уничтожение американского оружия американского авианосца ядерным оружием, то есть ракетами типа Х-22 в ядерной начинке, Советский Союз предполагал потерять 2 полка дальних стратегических бомбардировщиков, способных применять это ракетное оружие. Никаких иллюзий не питали. 2 полка разменивали авиационных на один авианосец, предположительно и ядерным оружием. А уж не ядерным у Ирана нет 2 полков. А баллистика по авианосцу по движущейся цели – это из разряда мечт в Z-каналах. Так, Иран закрыл Ормузский пролив и пообещал атаковать каждый корабль, который попытается пройти по нему. Да, это вот вечерняя информация. Он сначала закрыл, потом открыл, сейчас опять закрыл. Хорошо. Чем больше закроют и чем больше государств пострадает, тем больше антииранская позиция будет в мире, и тем больше одобрения действий США будет. То есть вы негатива к Трампу не прогнозируете по этому поводу? Будет какой-то негатив. Тот же вопрос, как будет работать дипломатия. Как вы думаете, что может предложить Иран, в котором руководители меняются через день, или Трамп со его возможностями? Это создаст возможность перекрытия. Возможность негатива к Ирану, возможность негатива к Трампу. Мне почему-то кажется, что Америка справится лучше. Саша Шелест, приходите на семантику к Алексею. Я серьезно. Вторник, 7 вечера по Киеву, пишет Люба в вашем чате. QR-код, который видите на экране возле Алексея. Милости просим. Приходите. Спасибо. У меня какой-то эфир будет, поэтому я не приду, но всех вас приглашаю. Поэтому, друзья, спасибо большое. Насколько с нами Зеленский? Когда в Украине будет адекватная власть, спрашивает пользователь. Это 2 раздельных вопроса. Надо, чтобы еще власть, которая придет после Зеленского, была адекватной, что в Украине абсолютно не гарантировано. А Зеленский надолго привыкает.
То есть следующий вопрос от Семена, да, скажите, Алексей, в ближайшем обозримом будущем возможна смена проектности и крах землянки УПА? Видимо, нет. Ну, я-то буду стараться для этого, безусловно. Получится или нет, мы посмотрим вместе. Мгм. А что будет после поглощения Донбасса и Запорожья? Будут новые цели или же впоследствии достижения цели СВО на земле будет мир? Ну, если войну не остановим, а судя по всему, мы ее не остановим, то она продолжится. Ну, будут на Днепр пойдут тогда от Запорожья, вдоль берега Днепра и справа от Павлограда, с востока. А после Донбасса Харьков будут брать, да, пытаться окружать с юга и с севера. Мгм. Вопрос, что произойдет, если Россия выйдет из переговоров? Война продолжится, я же отвечал. А выйдет вообще из переговоров, как вы думаете? Выйдет, не выйдет, они могут сорваться. Все стороны обвинят друг друга, и война продолжится благополучно. Мгм. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали на нашем прямом эфире. Ох, как интересно развиваются события. Будем, конечно же, наблюдать, следить, оценивать все происходящее. Как говорится, посмотрим, как через недельку, да, во что выльется вот эта вся спецоперация, ну и, соответственно, будем следить за нашими новостями. Алексей Николаевич, спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, берегите себя, всем добра и света и доброй ночи.